Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. Друзья, до нового 2022 года осталось буквально 3 недели. И в преддверии новогодних и рождественских праздников я решил слить из вот таких деревянных бочонков крепкие дистилляты, которые выдерживались в течение 4 месяцев. Для выдержки своих дистиллятов я использую небольшие бочонки объемом 5-6 литров, изготовленные из разных пород древесины. В данном случае тут бочонок из ясеня, бочонок из дуба и 2 бочонка, сделанные из шелковицы. Ровно 4 месяца назад в эти бочонки я залил домашний самогон. В пару бочонков я залил клубничный, а в парочку бочонков был залит самогон из алычи. Кстати, кому интересно, как сделать домашний самогон из сливы алычи, ссылочка на видео будет в описании, заходите и посмотрите. Так вот, в бочке из ясеня и в шелковичной бочке у меня залита алыча, а в бочке из дуба и еще в одной шелковичной бочке залита клубника. Сегодня я солью, попробую эти напитки и, конечно же, поделюсь с вами полученным результатом. Для того, чтобы открыть любую деревянную бочку, которая была закрыта довольно длительное время и пробка, казалось бы, вросла намертво, нужно всего лишь постучать каким-нибудь предметом по самой пробке, как бы расшатывая ее из стороны в сторону. И пробка постепенно освобождается. Легкими движениями мы открываем любую бочку. Сейчас я перелью напиток из каждой бочки в стеклянную емкость отдельную. И потом мы будем сравнивать наши образцы. Перелив напиток в стеклянную бутыль, используя малярный скотч, я обозначаю, какой напиток и из какой бочки тут залит. Чтобы в дальнейшем не перепутать. Так, вот 4 образца. Если сравнивать цвет напитков, то наименее закрашенным является самогон из алычи, который выдерживался в бочке из ясеня. То есть ясень слабо красит напиток. Дуб очень насыщенный. Цвет почти черный. Самогон из алычи в шелковичной бочке намного светлее. И на удивление самогон из клубники тоже в шелковичной бочке. Ну, нечто среднее между самогоном из алычи, который выдерживался в шелковичной бочке, и клубничным самогоном из дубовой бочки. С цветом мы определились. Теперь нужно продегустировать аромат данных напитков. Начнем, как обычно, с напитка, который выдерживался в бочке из ясеня. Друзья, данная бочечка не перестает меня удивлять. В ней любой напиток превращается, просто в нечто шикарное. Самогон из алычи, опять же напоминает, вкус и аромат детства. Дюшес, барбарис, даже легкие нотки чая и где-то отдаленно остался аромат сливы. Аромат просто бесподобный. Следующий напиток — это
клубничный самогон, который выдерживался в бочке из дуба. Тут стандартный дубовый, скажем так, аромат. Возможно, сказывается, что бутыль довольно большой. Сейчас я налью в небольшой бокал, и там, может быть, аромат более раскроется, потому что, ну, пока только всепоглощающий запах дуба. Кстати, после выдержки напитка в любой бочке ему необходимо отдохнуть, ну, хотя бы в течение 2-3 недель в стекле, и только потом он полностью раскроет весь свой потенциал. Следующий напиток — это алыча, которая выдерживалась в бочке из шелковицы. Сладкий ванильный аромат с примесью попкорна. Да, попкорна с карамелью. Ну, четкий запах шелковицы, шелковичной древесины. Я когда делаю бочки, этот запах очень явно чувствуется. Запах шелковицы. Он похожий на, ну скажем так, на пережаренную кукурузу, что ли. И вот здесь такой запах присутствует. Он где-то вдалеке, то есть сначала идет карамель и ваниль, а потом пробивается запах шелковичной древесины. Ну, довольно интересный, очень интересный аромат. Напомню, что это самогон из алычи, который выдерживался в бочке из шелковицы. Ну и последний образец. Это клубничный самогон, также в бочке из шелковицы. Друзья, интересный такой аромат, я бы сказал, мускатный. Пахнет абрикосовой косточкой. Мускатный аромат с запахом абрикосовой косточки. Довольно интересно. Довольно интересно. Итак, сейчас я налью каждый напиток в отдельную рюмашку. И я думаю, там вкус и запах раскроется более широко. Я разлил напитки по небольшим рюмкам. И сейчас буду их сравнивать. Дистиллят из алычи, выдержанный в бочке из ясеня. Самый светлый и самый менее закрашенный. Клубничный самогон, выдержанный в дубе, чуть темнее. Алыча, выдержанная в шелковице, ну, нечто среднее между клубникой, выдержанной в шелковице, и клубникой в дубе. И получается клубничный самогон, выдержанный в шелковичной бочке, почти такой же, как в дубовой. Может, даже чуть темнее. Я изначально говорил, что самый темный самогон в дубовой бочке, но на поверку оказалось самогон из клубники в бочке из шелковицы закрасился даже более интенсивно. Теперь, что касается ароматов. Первичные ароматы, которые я испытывал, так скажем, дегустировал в бутылях, я думаю, будут сильно отличаться от тех ароматов, которые даст напиток при контакте с воздухом из небольшой тары.
Да, дюшес, ваниль, барбарис. Это все бочка из ясеня. Просто шикарные ароматы. Я думаю, что в будущем я сделаю еще себе несколько таких бочонков. Кстати, кому интересно, как сделать деревянную бочку от начала и до конца, ссылочка на видео будет в описании. Заходите и смотрите. Просто шикарный. Шикарные напитки получаются в бочке из ясеня. Следующий напиток, выдержанный в бочке из дуба. Мы знаем, что лучшая бочка — это бочка дубовая. Но тут стандартный аромат. Ваниль. Довольно сильные нотки дубовые. Но даже чувствуется чуть-чуть карамельки. Я думаю, 4 месяца это слишком большой срок для такого маленького бочонка. Нужно держать месяца 3. Довольно приятный аромат. Образец номер 3. Это алычав шелковица. Да, просто бесподобный. Ваниль, карамель. Даже немножко корица проскакивает. Ну и попкорн с карамелью. Очень достойный аромат. Ну и может быть где-то далеко-далеко легкие нотки алычи. Очень хороший аромат. И последний образец — это клубничный самогон в бочке из шелковицы. Да, друзья, и вот он раскрылся. Карамель, вернее попкорн с карамелью, будет так точнее сказать. Ваниль. Все тоже абрикосовая косточка свежераздавленная. Ну и уже еле уловимый мускатный аромат. Да, довольно достойный аромат получился. Так что выбрать из 4 бочонков, какая бочка заняла первое место, довольно сложно. Я считаю, что в арсенале любого уважающего себя винодела или самогонщика должны быть в наличии бочки из разных пород древесины. Чтобы можно было экспериментировать, заливать разные дистилляты в разные бочонки и получать на выходе напитки, которыми не стыдно угостить друзей. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!